Привет, меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Русский язык – это флективный язык. Что это значит? Это значит, что слова изменяются, что формы слов изменяются. Мы изменяем слова по родам, по числам, по временам и так далее. Мы меняем, мы добавляем к слову какие-то префиксы, суффиксы или изменяем их окончание. И префиксы, суффиксы, окончания мы называем флексиями. Поэтому и язык флективный. Я хочу начать серию видео, где я буду рассказывать вам о префиксах в русском языке. И сегодня это будет префикс «при». Уверена, что вы уже знаете этот префикс, вы уже его видели, встречались с ним. Например, вы знаете слова «приехали». Я приехал откуда? Из России, из Америки, из Европы. Много вариантов. Или вы говорите «я хочу приобрести что-то». Приобрести – это синоним слову «купить». Присмотреть, прибыть, приблизиться и другие в русском языке. Да, у нас много слов с префиксом «при». И когда же мы используем этот префикс, когда мы префикс «при» добавляем к словам? Давайте посмотрим. Да, кстати, я должна сказать, что русский язык логичный, как математика. Если вы знаете, какое значение у какой-то флексии, то вы можете сделать слово и самостоятельно. Итак, префикс «при». Одно из первых значений – это приближение. Опять префикс «при». То есть это движение до конечного пункта или даже полное сближение с целью движения, то есть с конечным пунктом. Например, часто префикс «при» в этом значении встречается с глаголами движения. Приехать, приходить, прибежать, прилететь, принести, приплыть и так далее. Но есть и другие варианты. Приблизиться, прислать, приземлиться, прибыть и так далее. Примеры. Поезд прибыл в Москву вовремя. Вчера мы приехали домой поздно. Самолет приземлился. Мы приближаемся к конечной остановке нашей экскурсии. Следующее. Мы можем использовать префикс «при» в значении присоединения, прибавления предметов к какому-то объекту. Например, слова «приставить», «прикрепить», «прибавить», «присоединить», «пристроить». К нашему дому мы пристроили большую террасу. К 2 нужно прибавить 3, чтобы получилось 5. Чтобы достать книгу с самой верхней полки, нужно приставить лестницу к шкафу. Следующее, префикс «при» – это когда мы говорим о привычке. Привычка к действию. Приучать, привыкать. Например, детей нужно с детства приучать к чистоте. Я не привыкла есть мясо. Я не привыкла ездить на метро. Следующее, когда мы приспосабливаемся к какому-то действию. Например, приглядеться, присмотреться, приговаривать, прислушаться, прицелиться. Присмотритесь внимательно к картине. Что вы видите? Прислушайтесь к совету врача. Он разбирается в вашей болезни. Следующее. Приобщение, привлечение к чему-либо. Например, призвать, привлечь, приобрести. Летом я приобрела много книг по истории России. Талантливых людей нужно привлекать к сотрудничеству. Зеленые призывают всех охранять окружающую среду. И еще один вариант. Одно значение – это неполнота действия, то есть может быть незначительное действие или короткое время, неполное время. Приподнять, приоткрыть, прикрыть, прилечь,
притормозить. Кстати, этот вариант русские очень часто используют в разговорной речи. Не любим мы полностью быть уверены в том, что мы делаем. Любим говорить, что немного, незначительно, не до конца. И давайте примеры. Не надо открывать окно, просто приоткрой его. После обеда я прилегла отдохнуть. Я не спала, я просто немного полежала. Или мой любимый пример. Присмотри за детьми. То есть не надо следить за ними внимательно и все время смотреть на них. Нет, так, немножко, присмотри за ними. Вот основные значения префикса «при» с глаголами в русском языке. Напишите, какие еще слова с префиксом «при» вы знаете. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Встретимся в социальных сетях Instagram, Telegram и Facebook. И вы можете поддержать проект Russian Language Club на странице Patreon. А сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи.